Всем привет, дорогие друзья! С вами Дени Марцелло. Сегодня мы с вами посмотрим наши отечественные площадки, наши аналоги YouTube, где можно монетизацию легко получить, где начинающему блогеру можно подняться. Я составлю вообще свой топ от самого худшего до самого лучшего видеохостинга. YouTube туда входить не будет, но мы о нем поговорим. Для начала вообще немного истории. В 2011 году я создаю свой YouTube канал, наверное, как и все, чтобы смотреть видео, а не для того, чтобы загружать туда. Позже, в 2013 году, я уже начинаю потихонечку врываться там в YouTube, уже как-то дизайн себе сделал канала. Вот, и в 2014 где-то я первый раз выложил ролик «Взлом игры «Страна чудес» ВКонтакте». На удивление, там 3500 просмотров набрал. Я тогда удивился, мне понравилось это, и комментарии там типа поддерживающие люди. И понемножку начал снимать. Но я не так вот каждый день выпускал ролики, наверное, раз в месяц, то есть вот так забивал. Если вы планируете заниматься, то уже конкретно делайте себе дату, там раз в 2 недели ролик, чтобы выходил, раз в неделю или каждый день. То есть как Куплинов, например, да, вот с Булкиным это делают, каждый день там по несколько роликов выпускают. Но это очень огромная работа на самом деле у ребят. И я им прям даже завидую в плане того, что насколько они времени убивают на самом деле. Получается, что я не стал плотно заниматься ютубом. И так получилось, что в 22 году у меня еще один канал был YouTube, это канал бренда. Я его создал тогда зачем-то, чтобы отдельные программирования туда выкладывать, а игры уже на основной канал. Вот. Там 6 подписчиков набралось. Но я что-то думаю, нафиг оно мне надо один канал развивать, а что-то по 10 каналов создавать смысла нет. Потом это я уже понял. И в итоге я хотел объединить эти 2 канала. На основном у меня было там 400 с лишним подписчиков, а на дополнительном 6 подписчиков. Я их соединил, у меня стало 6 подписчиков. Я психанул, удалил нафиг YouTube канал. В итоге потом я уже узнал, что можно было это все восстановить, но надо было думать раньше, об этом. В общем, оказывается, снимал еще ролики дополнительно, выкладывал на Дзен. И благодаря танцам с бубнами я все-таки смог часть роликов своих выдернуть с Дзена и продублировать их. И вот с тех пор я уже начал все наши площадки использовать как дополнительную платформу, чтобы ролики никуда не потерялись. И давайте глянем уже на мой YouTube канал. Вот мой канал. Как видите, ваш канал набирает все больше подписчиков, их уже 100. Ваш канал привлекает больше зрителей. Вот это прям подбадривающая такая. Нас интересует статистика. Переходим и видим, что за последние 28 дней у меня видео набрали 4224 просмотра. Неплохо для канала со 100 подписчиками. Вот, давайте за все время посмотрим. За все время мои видео посмотрели 48 949 раз. Вдумайтесь, да? То есть это не только подписчики и так вот мимо проходящие, так сказать. Вот конкретные мои видеоролики. Из последних это вот про Advance RP. 8 комментариев, 103 просмотра, 400 просмотров, 180. Какие-то залетают, какие-то нет. Но в целом даже которые не залетают, вот 30 просмотров. То есть видите все сами. Я вам специально все это показываю, чтобы вы сами видели все это подробно, так сказать. Вот эти видео вообще без голоса, и я на них вообще не ставил ставку. Я их хотел удалить, переснять с микрофоном, но они тут набрали так много просмотров некоторые, что мне даже жалко теперь их удалять. Я не знаю даже, если я перезапишу с голосом, мне кажется, они столько просмотров могут и не набрать. Вот, видите сами. Давайте вот вторую страницу. Я вам все покажу. Это вот относительно новые, так сказать. Вот уже пошли старые ролики. Здесь вот 3000 просмотров есть, 1000 просмотров, 3000 просмотров. То есть какие-то прям, для моего канала, в принципе, залетали. Конечно, короткие ролики посмотрим. Шортс это обязательно. Вот последние 2, это я вот буквально на днях опубликовал. Это вот 511 просмотров, 212. Они еще набирают до сих пор просмотры, то есть каждый полчаса, наверное, там обновляются просмотры, и пока еще неизвестно, сколько они наберут. Вот буквально пару недель назад 1000 просмотров, и уже пошли старые, там 1400, 700, 400, 1500, 400, 2000, 500, 2000, грубо говоря, 2300. Как видите сами, что можно набрать. При этом трансляций я никаких не веду. Давайте уже перейдем к топу и посмотрим, какие площадки вообще способны конкурировать с YouTube и где вы можете 100% размещать.
На пятое место я поставлю платформу. Почему? Потому что я вот, как она появилась, практически сразу загрузил туда все свои ролики. И сейчас продолжаю. Статистика, вы видите сами, за последние 28 дней 26 просмотров, за последний год 100, грубо говоря, 100 просмотров, 3,5 часа просмотров, 5 подписчиков. Все, это предел моего канала здесь. 10, 8, 8, ну вы видите просмотры. Вот короткие ролики посмотрим. 0, 1, 1, 1. Ну и как бы вот 5 просмотров самое большее. Тут как бы даже я не знаю, что сказать. При этом здесь и нету монетизации. И рекомендательная система может здесь не работать нормально. Здесь больше контента вообще на этой конкретной платформе. Политика и как обойти блокировку YouTube. Именно здесь, я вам серьезно говорю. Здесь не набрать аудиторию, сразу говорю. Я эту конкретную платформу буду удалять здесь аккаунт, как бы я не вижу смысла здесь дублировать вообще свои ролики. Как бы вот два канала, которые я нашел, которые Woodmark и Mad Mangust. И даже вот Woodmark, у него популярный канал, у него всего 29 подписчиков. Ну камон. Я думаю, знаете, наверное, да, кто это такой и как бы этот. Я не знаю, это официальный его канал или нет. Вот, это единственный, кого я здесь нашел. Вот, он вроде как везде пробует. Ну и просмотры сами видите. Но это даже стыдоба, на самом деле, для крупного канала. Вот. Если посмотреть в тренде, кто у нас, то какие-то большие девочки, 3000 просмотров. Но здесь проблема, что здесь, скорее всего, нету аудитории от слова совсем. Ну, есть, ну, онлайн, наверное, этой площадки, небось, 4000. Ну, видите сами, какой здесь контент привлекает. Ну, в общем, эту платформу я точно буду удалять. И я не думаю, что вам стоит сюда залетать и начинать как бы стримить здесь. Хотя, попробуйте, кто знает. Но я лично не буду этим больше пользоваться. Четвертое место я отдам ВК-видео. Сейчас объясню почему. С одной стороны, здесь набирались просмотры плюс-минус. С другой стороны, непонятно здесь вообще, как алгоритмы работают. И я вот через группу свою ВКонтакте конкретно, можете через страницу, пожалуйста. То есть я не хочу создавать отдельную страницу, я решил через свое сообщество, уже готовое. Сам ВК-видео в принципе напоминает YouTube плюс-минус. Как бы я аналогично везде все то же самое сделал, плейлисты, то есть можете посмотреть все то же самое. То есть трансляции аналогичные нигде еще пока не проводил. Ну и вот видите просмотры 1.1.3, это из новых роликов. Просмотры не набираются. При этом старые ролики, сейчас я сразу скажу, если будете переносом из YouTube сюда, у вас здесь будет помечаться как архивный контент. И просмотры у меня не набирались, сразу говорю, по одному просмотру. Я удалил эти ролики и залил вручную. И видите сами, то есть уже от последних началось 9, 8, 8, 10, 15, 4, 44, 56, 39, 5, 542 внезапно, 426, 805, 146, 12. Опять же говорю, я не знаю, как здесь вообще работает рекомендательная система. При этом ВК-клипы до этого у меня набирали просмотры, но я их перезалил уже все заново. И видите сами, 11, 9, 16, это вот из новых. 7, 11, 11, 8, 11, ну как бы вот, 19 самое большее. Не могу сказать, что здесь вы можете подняться. Собственно, вот статистика, нас интересует конкретно видео. Вот, охват, просмотры, скрыли, лайки. 30 лайков, кто-то один поделился. Вот клипы. Видите сами, 151 просмотр плюс 15 тысяч процентов. Ну и как бы здесь тяжеловато набираться все равно просмотры. Ну и монетизация видео здесь в сообществе должно быть больше 5000 подписчиков. Это ужас как много. В моем 857, я повторюсь, они не из ВК-видео, ни одного здесь подписчика с ВК-видео не привлек. Ну и какие-то там правила соблюдать. Правила это полбеды. Тут главное
Вот это интересует. 5000 подписчиков, даже, я не знаю, в группе. У меня на странице 1000 подписчиков за всю жизнь. У меня ВК-страница с 2011 года. Здесь вам точно не подняться. Ну, тем не менее, пробуйте. Если что, почему бы и нет. Попробовать все надо в этой жизни, как говорится. На третье место я ставлю Дзен. Это бывший Яндекс.Дзен, сейчас он принадлежит в компании ВКонтакте, они обменялись там. Яндекс отдала Дзен в ВК, а ВК взамен отдал Delivery Club. Вот, и как бы не суть. Вот у меня 15 подписчиков. Получил я страйк сразу на канал, как только начал выкладывать ролики новые. За те видео как раз без голоса, которые я говорил выше про YouTube. Это считается как заимствованный контент, и вы просто проходите игру. Этого недостаточно. Поэтому вам нужно как минимум хотя бы с микрофоном записывать видео. Нас интересует статистика. Я страйк снял относительно недавно. Ну и посмотрим вообще, что у нас тут по статистике нашей. 23 февраля 9 просмотров. И все, и падают 1, 3, 1. Все, как бы здесь тоже тяжеловато идут просмотры. Конкретно видео посмотрим. Вот видите ролики. Видите все сами. Очень тяжело. Вот конкретно из новых. Показов 30. То есть мои видео как бы показываются это сбоку. Ну как на ютубе. То есть, но при этом 3 просмотра, 4, 1. Это вот новые, да? Посмотрим. Вот, шортс 3 просмотра. Потом уже идут, когда старые ролики, здесь уже что-то хотя бы есть. Сейчас я вам покажу. Вот, пожалуйста, 8, 5, 5, 42, 133. 66, 82, 29, 284, 174, 112, 413, 58, 106. Вот именно с этих старых роликов я и набрал 15 подписчиков. Вот. Ну и, конечно же, монетизация нас интересует. Как ее подключить? Вам нужно набрать 30 часов просмотра от ваших же подписчиков за 30 дней, чтобы подключить монетизацию. То есть вам здесь нормально так подписоты надо набрать, чтобы 30 часов было именно просмотров. Это уже, конечно, намного легче, чем ВК, но тяжеловато все еще. Поэтому я и поставил на третье место Дзен. Как бы, ну, если у вас получится, но здесь, думаю, все-таки можно как бы попробовать вам, почему бы и нет. Плюс здесь можно публиковать статьи, всякие публикации. Ну, вы сами знаете, думаю, наверное, про Дзен. Я не думаю, что он требуется в представлении, как говорится. Уверенное второе место я даю нам. Он еще пока в бета. Дизайн мне сразу понравился. Очень интересный дизайн такой. Здесь можно эксклюзивный контент, типа как на Бусти. Про Бусти я в конце еще расскажу немного, добавлю. Но тут вот можете загружать, это уже платный контент. Но там с определенными ограничениями пока. Сейчас я это все попытаюсь рассказать. Вот клипы. В принципе, здесь набор просмотров есть. Вот 7, 8, 13, 37, 28, 9, 15, 14. Ну, как бы плюс-минус набираются. 22 подписчика. Из них, сразу я вам говорю, подписчиков 17, по-моему, накрутил. Объясню для чего. Это единственная платформа, куда я накрутил, благо это легко. Тут просто через почту создаешь аккаунты. Я вам не рекомендую крутить, просто мне нужно было статистику видеть. А статистику вы свою можете вот эту просматривать только с 20 подписчиков. Это на самом деле очень странно, потому что подписчика, я считаю, должна быть доступна всем. Я должен знать, какой контент точно стреляет, там, с какой страны, да, смотрят, то есть какие интересы у людей. Вот эта вот вся статистика доступна с 20 подписчиков. И на самом деле это глупо, но все остальное меня устраивает на этой платформе. Вот статистика 3.3.1. Как бы. Здесь почему-то статистика корява, все-таки это бета-версия, но здесь вот коряво они отображаются, просмотры. То есть здесь смотреть бессмысленно пока в статистике. То есть я накрутил подписчиков, чтобы открыть статистику неправильную, даже элементарно. Вот. Но если посмотреть через сам канал, вот, пожалуйста, видео 4, 5, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1,
То есть вот, и уже старые ролики пошли. 20, 12, 60, 14. Так, 14, 13, 10, 17. Ну вот, видите сами, 9, 11. Просмотры здесь немножко вырвиглазные, их бы лучше перенести вот сюда. Это как бы для платформы этой конкретно сказать хотел бы. И здесь еще бы они добавили, то вот специально сейчас открою это видео. Тайм-коды. То есть тайм-коды здесь не кликабельные. Это на самом деле неудобно. Ну, везде на всех предыдущих сайтах кликабельные вот эти тайм-коды. Но они нужны, как бы, сами понимаете. Здесь даже стримить можно, собственно. Вот. И эксклюзивный контент. Это вот монеты какие-то недавно добавили. Скоро на монету можно будет купить цифровые товары от нам. Вот. Как бы вроде как площадка развивается. Крупные какие-то ютуберы здесь, блогеры есть. Вот, какие-то залетают, галочки. Я не знаю, правда, кто это. Вот, но тем не менее. Ну и, конечно же, монетизация. Здесь нужно всего 50 подписчиков и 5 часов просмотров. Здесь, я считаю, самая доступная всех предыдущих упомянутых видеохостингов монетизация. Понятное дело, что аудитория все еще здесь маленькая также, но я думаю, это уже вполне можно набрать. Также здесь есть донаты за контент, вот как, например, на ютубе такого нету. Вы ссылку вставляете, вот я, Donation Alerts, да, или еще какие-то другие платформы, так сказать. Здесь, пожалуйста, подключаешь, здесь выводишь, все. На самом деле это вот очень удобно. Вот. В принципе, если они доведут до ума, до конца этот сайт, он может даже быть популярным. Ну вот, просмотр может за 90 дней здесь, кстати, открывать надо. Нет, все так же отображается. Но видите сами. Тут я, в принципе, еще буду выкладывать контент, буду смотреть дальше за развитием этой платформы, так сказать, и вообще, что получится. И наш суперфиналист — это Рутюб, на удивление. Да, всякое здесь бывает, здесь он и тормозит бывает, и модерация долго. Но вот смотрите, для начала перейдем в настройки канала. Я отправил паспортные данные в Газпром Медиа, там подтверждение личности. Как бы я не боюсь, что там Газпром Медиа на меня кредит оформит, как бы, и поэтому ничего в этом страшного я не вижу. Я просто подтвердил, что свою личность, и в дальнейшем я смогу спокойно зато восстановить свой канал в случае чего. Вот, смотрите, мне дали за это свой личный URL адрес, который я еще могу 3 раза изменить. То есть уникальный. Не цифры в адресной строке, а вот именно URL. Дальше я получил галочку, то что показывает. Давайте посмотрим, как это отображается. Как видите, это официальный канал. Ну, как бы это весьма интересно. Ну и за все время я получил 52 подписчика уже за 2 года. Давайте посмотрим аналитику. И каждый день просмотры здесь набираются. Это, конечно, несравнимо с Ютубом, с показателями Ютуба, но все предыдущие площадки он уделал, даже ВК-видео просто нервно курит в сторонке. Вот даже 28 февраля, а это было вчера на минуточку, 21 просмотр мне прилетел. 125 просмотров за неделю, 576 просмотров за месяц. За все время у меня 7606 просмотров. Вот. Тут подробная статистика, какие-то уникальные зрители, 20 комментариев, видите сами. Давайте вот посмотрим сами видео. Ну, 6, 6, 6, 4, 7, тут как бы 10, 3, 4, 6, 25. Какие-то не стреляют, сразу вам говорю. Вот, например, самп я просто попробовал, тут не стреляет. Самп уже в принципе не актуален, и поэтому... Ну, хотя вот здесь вот из старых роликов уже пошло 88, Left 4 Dead тут 134, 194, 192. Это те видео без голоса, которые я говорил, хотел удалить. Я даже не знаю, вот они на ютубе, на рутюбе именно стреляют. Здесь вообще 1500, это даже больше, чем на ютубе. 63, 72, 80, 165, 481. То есть вы видите сами все это на самом деле неописуемо. 332, 612, 1000 с лишним, 68. То есть видео ваши здесь хотя бы смотрят. А не как вот, например, на той же платформе, это все равно, что там в зеркало смотреть и самому себе рассказывать. Ну и, конечно же, монетизация.
За монетизацию здесь нужно, сразу говорю, просто 5000 просмотров за общие. То есть на всех ваших видео должно быть общее, суммарное 5000 просмотров. Больше ничего не требуется. Дальше подаете заявку сюда. Здесь будет все. И все. Мне буквально через неделю ответили, дали доступ. Кстати, когда вы получаете галочку, вот эту, у вас модерация видео не проходит. Вы сами модерируете свое видео. То есть обработка видео прошла, и все, и оно моментально уже в доступе. Модераторы будут смотреть за вашим видео, но уже, скажем так, они не будут задерживать ваше видео на выходе. То есть оно уже выйдет, а они только потом будут смотреть его. Это плюс подтвержденных каналов. Вот, ну и как бы видите, заработок, да, тут какой-то идет. Ну, понятное дело, у меня маленький канал, опять же, ну и все равно приятно. Вот. Я даже уже попробовал, здесь вот 57 рублей выводил на мобильный телефон, а так свыше 3000, когда у вас наберется здесь, без комиссии на банковскую карту можете выводить спокойно. Просто напрямую. Подключайте там самозанятость и все. В этом проблем я не вижу. Понятное дело, налоги все должны платить, и как бы в этом нет ничего страшного такого. Вот, ну как бы здесь самая доступная, считаю, платформа. Плюс ко всем вышеперечисленным я скажу, что здесь техподдержка отвечает. Я вот, например, и ВКонтакте писал, и на e-mail. То есть вот здесь вот через техподдержку в студии вашей, пожалуйста, здесь можете писать, прям вот нажимаете, напишите нам операторы в сети. То есть какая-то проблема у вас есть, они вам по возможности помогут. Смотря какая проблема, конечно, понятно. Также я вот просил какие-то обновления у них. Например, вот я просил, говорю, у них до этого, вот, видите, переключать можно тему на белый и на черный. Но если F5 нажать, то она по дефолту черная. Я написал им, говорю, во-первых, сделайте там тему, чтобы можно было белую сохранять. То есть теперь все, она сохраняется, F5 нажимаете, там браузер закрываете, заново заходите, все, она у вас белая. То есть вот это молодцы. Ну, это легко, я не спорю, но тем не менее. Также у них нельзя было видео в 60 FPS выкладывать. Я говорю, так-то, 60 FPS это как бы, нужно. Пожалуйста, смотрите. Смотрим. 60 FPS, 720-60. Только я не знаю, почему 480 от 144 до 480 в 60 FPS. Это весьма странно, как бы, потому что, по-моему, 60 кадров в 720 только. Как бы, ладно, это их дело, наверное, но вот это просто это странно. Оно должно быть просто 480, 360 и 144. А начиная с 720 уже 60 FPS. А до этого у них было видео, можно было смотреть свои просмотры, только вы могли видеть. То есть я захожу на ваш канал, вижу видео ваше, но я не вижу ваших просмотров. Я говорю, это ненормально, мы же должны видеть просмотры. Они ответили, что сделают. Они сделали. Попросил отдельно вкладку Shorts, чтобы, говорю, Shorts раньше, чтобы вы понимали, во всех видео отображались. Я говорил, что вот сделайте сюда. Они сделали на самом деле. Вот, Shorts здесь, конечно, не особо набирают просмотры, сразу говорю. Но, тем не менее, здесь они сделали его отдельной вкладкой. Вот здесь вот Shorts, да, сделали. То есть им огромное спасибо. Также я еще там по мелочам их что-то просил. Вот. И недавно я вот сейчас попросил, чтобы трансляции вывели сюда. И баг у меня случился вот это вот видео. То есть оно выше 1 минуты, но оно вертикальное, и оно попало вот сюда. Потому что оно, наверное, выше 1 минуты. Но я думаю, они исправят это. Будем следить за этим как бы. Вот. Ну, здесь техподдержка отзывчивая. Например, я на платформе писал техподдержку, они вообще проигнорировали. Поэтому я уверенно даю Рутюбу первое место. И советую вам сюда залетать тоже. При этом я не говорю вам, конечно, что с Ютуба нужно уходить, потому что Ютуб все-таки это мировая аудитория, и здесь надо. Просто как бы можете дублировать ссылки. Вот я, например, так это делаю. Вот, и чтобы знали, что я не только в Ютубе сижу, но еще где-то. Вот, но в целом вы видите сами все. И начинающие ютуберы, блогеры могут себе позволить какие-то площадки, которые я показал. Также бонусом к видео я бы хотел упомянуть чисто российские платформы, как Boosty, например. Это если вы что-то разрабатываете. Вот, например, я разрабатываю там иногда скрипты, да, какие-то моды по павам, и я их сюда выложил. До этого, потому что люди бесплатно качали, мне не хотелось этого делать. Ну, тут сейчас хотя бы доход какой-то есть. Давайте я даже покажу. Что скрывать, как бы, да.
Вот, мод Funny RP там и скрипт Caligula, вот столько я заработал и вывел именно на карту без всяких комиссий 2400 рублей. Ну, мелочь, но приятно все равно. Вот, сейчас я просто уже не веду как бы этот, но если вы именно что-то конкретно делаете, что-то там программируете или что, вот, можете ссылки сюда, например, кидать. Люди все равно поддержат, потому что понимающих много. Авторские права там, и я понимаю, что типа вам неохота бесплатно там, да, создавать, там, вот вы, ну, просто были примеры, например, вот Леон Галант и Ивано Глад, я какие-то там, знаете, вот ролики, например, они про программирование, я просто мод выкладывал, да, вот на ютубе. Мы ссылку раньше, DiskSpace раньше такой был, или Mediafire, еще сайты такие, где надо 1000 реклам просмотреть, чтобы скачать ссылку с вирусами. Вот здесь просто оформляешь подписку платную, там сколько у них там, ну, кто сколько поставил, и все, и как бы оформили подписочку, скачали мод с этого, прям напрямую с сайта, без всяких вирусов. Я считаю, это весьма нормально. Поэтому тут можно. Еще я хотел упомянуть такую платформу, как Япи. Это аналог ТикТока российский. Тоже Газпром Медиа, те же создатели, как и у Рутюба. Притом они дублируются в Рутюбе, эти все ролики ваши Япи. Вот. Но сразу скажу, у меня здесь не задалось. Надо ли говорить, что здесь самая глупая техподдержка в мире? Например, которые даже не могут восстановить ваш аккаунт, элементарно говорят, у меня нет доступа к старому номеру телефона, и они не дают доступ. Просто у меня в адресной строке там именно Дэнни Марцелло, и как бы я везде идентично делаю, и просил их восстановить, но они не смогли этого сделать. Они говорят, только типа к номеру телефона, идите типа там к оператору восстановите. А зачем, если я поменял именно номер прямо через оператора? Не для цели обосрать это, а просто говорю как факт. А в целом, вот у меня есть 3 племяшки, им там 12-13 лет. Они сюда всякие вот такие танцульки снимают. Здесь нет монетизации, но их видео просмотры набирают. Так что, в принципе, если вы занимаетесь короткими роликами, там, да, можете сюда выкладывать, как бы, почему бы и нет. В любом случае, техподдержки создателям Япи нужно обратить внимание на удобство пользователей, что, вот, например, в других соцсетях можно спокойно восстановить не только по номеру телефона, но и по другим параметрам. Ну и в конце про Telegram. Telegram я даже не знаю. В Телеграме очень сложно подняться, там нет монетизации, там есть только прямая реклама, которую вас будут покупать. Поэтому, если у вас что-то получается, то пробуйте. Нет, так нет. Я лично туда попробовал, но я удалил. И вообще, в конце этого видео я бы хотел вам сказать. Все, что я выше перечислил, это мое субъективное мнение, мой опыт личный. Вы это, конечно, посмотрели, но не принимайте это прям близко к сердцу и пробуйте сами. Также создайте на каждой платформе свой аккаунт, посмотрите полгода, год, там, да, какое-то время, не знаю, для вас какое важно время. Время — это самый главный ресурс у нас. И смотрите, если у вас в каком-то сайте растут показатели, вы сами поймете. Где не растут, вы это удалите. Где растут, вы там будете снимать. Как бы, почему бы и нет. Но я все-таки с Ютуба не рекомендую уходить, если вы на Ютубе именно начали. Я лишь как бы дублировать на другом сайте. То есть именно где у вас просмотры набираются. Я, в принципе, так и буду делать. Некоторые площадки я удалю, на которых все-таки показатели нулевые, там плюс-минус, и как бы нафиг оно нужно. А остальные я оставлю. Вот. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео вам поможет. Ставьте лайки, подписывайтесь везде, где вы есть. Всем удачи!